Всем привет! В сегодняшнем уроке нарисуем интересную иллюстрацию. Создадим новый документ. Формат А4, так и оставим. Для начала нарисуем несколько кружочков с помощью зажатой клавиши Ctrl. Например, здесь, тут. Вот так. Немножечко их распределим. И здесь еще один круг сделаем. И давайте еще вот сюда добавим маленький. Теперь от кружочков сделаем такие волнистые стебельки. Выбираем инструмент ломаная линия. Пока поставим так. И здесь у нас тоже будут. И теперь каждую линию изогнем. С помощью наших направляющих. В разные стороны их погнем. Так. И этот. Вот так. Теперь каждому стебельку нарисуем листики. Вот так. Скруглим все узлы и сделаем форму листика. Вот такого. Отзеркалим. Немножечко изменим размер. И по всем стебелькам сделаем такие вот листочки. Не забываем немножечко менять форму, чтобы совсем одинаковые не были у нас листики.
какие-то, может быть, сделать попузатее. Вот так. Вот так. Здесь тоже не забываем. Оп. Сюда. Форму тоже поменяем. Немножко повернем. И, в общем, также делаем по всем стебелькам. Здесь и вот тут у нас еще остался стебелек без листиков. Давайте сохраним. Теперь нашим одуванчиком нарисуем мордочки. Можно, конечно, нарисовать эллипсом, но давайте нарисуем лучше вручную, чтобы у нас не совсем все было гладко. Вот, допустим, такая рожица, голова будет. И мы ее сейчас немного сгладим. И чуть-чуть подправим. Чтобы она у нас была не совсем ровной, но и не прям идеально овальной. Вот так. Теперь нарисуем ушки. Тут будет у нас одно ушко. И вот тут второе. И также их подправим. Спрячем вот эту линию сюда. Предварительно сгладив. Вот так. Это сюда. И здесь то же самое. Так, немножко ушко повернем. Так, теперь берем наше ушко, Ctrl-C, Ctrl-V, зажимаем Shift и уменьшаем. Также ставим сюда и выпрямляем вот эту линию.
по голове, чтобы она никак не выступала. То же самое делаем с этим ушком. Ctrl-C, Ctrl-V. С зажатым шифтом уменьшаем размер и опускаем сюда к голове. Вот так. Теперь нарисуем глазки. Проведем такую линию, сгладим ее. Вот так. И продублируем на вторую сторону. Только немножечко повернем. Нарисуем щечки. Также ставим линию вот так. Сглаживаем ее. И крутим. Так, давайте мы ее вот сюда продолжим, потому что будем раскрашивать щечки потом. Так. И на этой стороне то же самое. Скругляем и трансформируем. Здесь добавим лишний узел, чтобы немножечко добавить неровности. Так, слишком большая получилась щечка. Давайте немножко ее уменьшим. Вот так. Теперь нарисуем носик и рот. Здесь рисуем треугольничек. Такой. Так, и подвинем к носику. И здесь тоже добавим такой треугольничек. Сглаживаем лишние углы. Так. И вот так. Вот у нас получилась такая мордочка. Теперь такую же мордочку нарисуем вот в этом кружочке. Пока давайте этот кружочек зальем белым цветом, чтобы нам не мешала вот эта линия. И на передний план поставим. Вот. Теперь то же самое повторяем, что мы здесь нарисовали. Или же можно просто взять, скопировать и переместить сюда. Повернем в другую сторону, отзеркалим. Вот так. Немножечко уменьшим.
И немножечко изменим давайте, чтобы не было одинаково. Сделаем немножко пошире здесь ушки. Здесь тоже изменим. Это ушко можно передвинуть куда-нибудь вот сюда. Вот так. Отправим. Вот. Уже немножечко по-другому получается. Изменим щечку. Сделаем ее поменьше, а здесь более округлым. И эту тоже. Форму ротика изменим. И немножко нос потянем. Вот уже немножко другой получился герой. Теперь давайте раскрасим нашу иллюстрацию и выберем цветовую схему. Как выбрать цветовую схему? Есть вот такой сайт, предназначенный для программ Adobe, в который вы можете закинуть любое изображение, и она разберет вам на цветовые палитры все. И если вы работаете с лицензией Adobe, например, в иллюстраторе, вы можете сохранить эти палитры, и они у вас автоматически появятся. Но так как мы работаем в Corel, нам придется скринить. Но все равно это очень удобно. Давайте для начала выберем картинку, из которой возьмем цветовую гамму. Я предлагаю это сделать что-то такое фиолетово-синее, больше к ночному виду. Поищем. Открываем Pinterest. И здесь можем найти то, что нам нужно. Вводим векторные иллюстрации, ночь. И посмотрим, что он нам найдет. Ну, например, вот. Вот это достаточно интересно, но хотелось бы немножечко другой оттенок. Что-то, чтобы был и желтый, и синий. Так. Ну, вот этот, например, мне кажется, симпатичный по оттенкам. Давайте его попробуем разложить. Сохраним изображение. Перейдем снова сюда и перекинем его. И вот видите, у нас разложилось на цвета изображение. Мы можем подвинуть, и будут уже другие оттенки. Можно вот здесь вот пощелкать. Красочное, яркое, приглушенное, насыщенное, темное. Давайте мы оставим красочное. И сделаем скрин. Теперь переместим это сюда. Ctrl-V. Вырежем вот этот нам необходимый кусочек. И здесь его как подсказку оставим. Для начала сделаем фон. Создадим прямоугольник.
Зальем его пока черным. Порядок на задний план страницы. И выберем цвет, которым его раскрасим. Я предлагаю взять, как на этой картинке. О, так, не то мы раскрасили. Снова не то. Надо было в другой. Вот. Вот такой вот цвет оставим. И теперь начнем раскрашивать наши одуванчики. Так. А эти посветлее. Можно добавить им даже немножко градиента. Попробуем убрать обводку. Делаем фонтанную заливку радиальную. Сместим вот так. Нет, давайте-ка мы лучше оставим линейную. Ну, вот так ее немножко подвинем. Отлично. Так, ну давайте на все добавим градиент. Так. Так. Тоже заливку убираем. Теперь желтенький раскрасим градиентом. Вот так. Тоже убираем обводку. И последний у нас остался. Так, раскрасили. Давайте займемся листиками. Выделим все наши листики. И раскрасим их. Вот такой цвет. Можно было бы это сделать одним кликом, но, к сожалению, не могу пользоваться вот этим местом, потому что у меня здесь от записи экрана меню. Поэтому всегда пользуюсь пипеткой и заливкой. А так можно просто выделить и щелкнуть на нужный цвет.
Так, вот так оставим. Здесь у нас еще один листик. А, вот, я же могу сюда щелкнуть. Тут мне ничего не мешает. Так, я еще думаю насчет обводки. Ну, пока так оставим. Наши стебелечки тоже раскрасим. Здесь немножко подправим низ его. Так, да, давайте уберем обводку на всех листиках. Правой клавишей мышки щелкаем на зачеркнутом квадратике. Так. И вот так. Теперь займемся раскрашиванием головы. Выбираем нашу голову вместе с ушками. Попробуем объединить ее. Отлично. И теперь раскрашиваем. Берем желтый цвет, но мы его приглушим. Программа просмотра цветов. И посветлее. Прям вот. Вот такой делаем. И здесь то же самое. Выбрали, объединили и раскрасили. Теперь берем ушки. Вот этот треугольничек с носом. И раскрасим их в такой вот, как вот здесь цвет. Вот так. Оп, оп, оп. Раскрасили. Щечки делаем розовые. А глазки, здесь вот треугольничек носа, и ротик сделаем черным, носик у нас только закрасился, а обводку сделаем пожирнее. Вот так. И зайдем в образ, поставим скругленные углы. Окей, вот так. И здесь делаем то же самое. Носик. Черным. Один. Так. Скругленные углы. Носик раскрасим. Так. Вот наши головы готовы. Теперь добавим им немножечко мелочей всяких разных. Возьмем ломаную линию и такие вот лучики сделаем разной длины. Так. Добавляем еще немножечко. И теперь на кончики наших палочек добавим такие вот эллипсы. Зальем. Немножко подкрутим. Где-то чуть побольше будут, где-то чуть поменьше.
Где-то подсплющени они немножечко. Так. Ехал у нас центр немножечко. И здесь лишняя деталька. Так. 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 Кажется, здесь еще не хватает одного лучика. Оп. Сделаем это немножко поменьше. И осталось еще 2. Все. Здесь разместили. Теперь то же самое делаем на этой голове. Чуть-чуть еще добавим. И сюда маленький. Думаю, достаточно. И теперь также рисуем маленькие эллипсы. По-моему, даже уже сейчас, хотя мы еще не закончили, получается очень милашно. Тут снова у нас лишний кусочек.
чуть-чуть подвинем. И вот так. Так, мы забыли нашим львятам нарисовать усы. Для начала выберем обрез, здесь ставим графика и ставим скругленные углы. Теперь начинаем рисовать с помощью ломаной линии наши усики. Так. Так и так. Так, здесь у нас лишний угол получился. И давайте их тоже сделаем немножечко побольше, пошире. Так, попробуем здесь убрать обводку. И вот здесь тоже. Так будет получше. Можно чуть-чуть подвинуть. У нас тут немножечко вылезает. Но это ничего страшного. Не, давайте лучше вернем, как было. И усики теперь этому львенку. Выделяем и увеличиваем. Удаляем лишние узлы. Вот так. Не забываем сохраняться. Ctrl-S. Теперь нарисуем немножечко шума вот на этих одуванчиках. Такие маленькие точечки. Берем, прям создаем кружочек. Такой вот маленький и черненький. И дублируем его в рандомном порядке. Где-то сделаем побольше. Можно прям еще чуть-чуть побольше. Про маленькие тоже не забываем. Теперь можно их все вместе продублировать. Не забываем только перекручивать. Так, давайте вот это сгруппируем, чтобы потом случайно не выделить то, что нам не нужно. Еще. Теперь поменяем их местами, чтобы не было одинаковых кусочков. Так. Тут тоже добавим. Немножко сдвинем ближе. Так. Так. И еще немножечко добавим. И теперь скопируем все это на другие одуванчики. Сюда. Так. Здесь листик
пока уберем в сторонку. Загруппируем наши кружочки. Можно их сделать побольше здесь. И вернем листик обратно. И листик у нас должен быть на переднем плане. Вот так. И вот этот стебелечек тоже на передний план его переносим. Теперь нам нужно еще добавить немножечко шума вокруг. Это даже не шум, а можно сказать такое, как огонечки. Правда, темные. Так. Так. Заблокируем наш фон, чтобы нам он не мешал сейчас. Добавлять кружочки. Тут тоже добавим. Так, и сюда последнее добавим. Тоже побольше немножечко сделать можно. Так. Сюда. Здесь подвинем немножко к стебельку. Так. И сюда еще добавим. Главное не переборщить. Так. Теперь давайте мы это сгруппируем. И добавим еще фон, немножечко темный. У нас будут такие листья. Сейчас понимаю, что не очень это все выглядит, но я исправлю. Вот, уже начала. Так. Так, здесь сделаем по краю.
Так, это мы рисуем, напоминаю, задний фон. Раскрасим эти наши растения вот в такой вот темный фон. Возьмем пипеточкой. Оп. Берем обводку и на задний план. Так, установить перед фоном вот этим. Вот так. А это у нас почему-то не поставилось. Установить перед. Вот так. Добавим еще травиночек. Они у нас будут такого фиолетового цвета. Так, обводку берем. Отзеркалим. Уменьшим. Тоже сюда добавим. И поставим тоже перед вот этими темными. Хотя даже, наверное, и так неплохо. Так, теперь нам нужно, мне кажется, добавить немножечко света. Попробуем. Сохраним перед этим. Создаем кружки такие вот. Как будто у нас наши одуванчики светятся. Зальем их желтым. И прозрачность поставим. Вот так. И здесь. И на этих маленьких. Теперь что мы сделаем? Нам бы не мешало бы, конечно, осветить немножечко листики. Ну или хотя бы сделать их поярче. Этого прям не хватает. Так, что у нас тут сейчас выделилось? У нас сгруппировано все. Отменить группировку. И давайте на некоторых листиках добавим градиент. Выбираем листики. Сначала с этой стороны добавим им. Так, здесь у нас будет посветлее, а здесь потемнее.
немножечко чуть ближе к синему. Вот так, да. Окей. Некоторые листики сделаем такого цвета, темные. Так. Стебельки, мне кажется, нужно сделать потолще. Давайте попробуем 1 миллиметр и 1,5. Так, ну 1,5 нормально. Так, а если попробовать 3? На некоторые можно 3 поставить. Вот, здорово. Так, теперь давайте попробуем вот этот шум раскрасить вот в такой цвет. Да, по-моему, это круче будет. Поэтому мы выделяем наш шум и раскрашиваем его в такой темный оранжевый. Заблокируем. Фон у нас заблокирован. Так, что у нас сейчас выделено? Оранжевый. Этот вернем в черный. Можно прямо его побольше сделать. И вот этот еще. Тоже его в оранжевый. И вот этот еще оранжевый тоже сделаем. Нет, у нас не то. Этот у нас должен быть желтым. Вот так. Теперь выделим все, выберем инструмент обрезка и вот так вот обрежем нашу иллюстрацию. Так получилась вот такая красота. Надеюсь, вам тоже нравится. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, рисуйте свои иллюстрации. Всем спасибо, всем пока! Друзья,
Если мои ролики для вас полезны, пожалуйста, не жалейте лайков, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых роликов. Это помогает мне понять, что мои видео полезны, их смотрят и по ним учатся. Соответственно, и я записываю видео больше, делаю их интереснее и выкладываю чаще. Обратная связь всегда мотивирует. А если вы сделаете репост моих видео ВКонтакте, в Фейсбуке или в любых других социальных сетях, я буду вам безмерно благодарна. Кстати, я есть еще и в Инстаграм. Ссылку на аккаунт вы можете найти под любым видео или в описании к профилю. Пишите мне, задавайте вопросы, я всегда буду рада. Пока, до новых встреч в новых видео! Там сзади еще паломники идут. Что там больше? Кто-то идет. Друзья, если мои уроки для вас полезны, пожалуйста, не жмите лайков, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых роликов. Это помогает мне. Всегда забываю. Давай. Камера, мотор. Фас. Друзья, если мои ролики для вас полезны, не жмите лайков, пишите комментарии, нажимайте на Колокольчик. Да, Саша! Не смотри! До новых встреч в новых видео.